Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Если вы не знаете, меня зовут Наташа, я учу русский язык. И сегодня я хотела поговорить с вами о необычных и интересных вещах, которые я заметила после 3 месяцев в России. Давайте начнем. Я живу в России, именно в Москве, уже 3 месяца и заметила несколько культурных особенностей, которые показались мне необычными, интересными и, просто очень разными по сравнению с тем, к чему я привыкла. Вот, номер 1. Самые запоминающиеся из них пластиковые бахилы в помещениях. Это правило действует в спортзалах, в больницах, в салонах красоты и так далее. И сначала мне казалось, что это слишком строго, особенно если на улице сухо. Почему мне нужно надеть пластиковые бахили? Там на улице сухо. Но со временем я поняла, что это помогает сохранять чистоту. И в моей семье было принято снимать обувь дома перед входом. Но в России чистота важна не только в домах, но и в общественных местах, даже в общественных туалетах. Часто убирают несколько раз в день. Там работает уборщица, и она целый вокруг, круглая, часовый. Она постоянно убирает туалеты. Они всегда убирают. Мне кажется, что другие страны тоже могли бы использовать вот такой подход. Здесь к гигиене относится очень серьезно, и мне это нравится. Вот, номер 2. Маленькие магазины на каждом шагу. В Сиднее крупнее супермаркеты популярнее, и люди обычно делают покупки раз в неделю, может быть 2 раза, зависит от человека, да. В России магазины работают иначе. Здесь есть большие торговые центры, конечно, но их меньше, чем в Сиднее, в Австралии, в Сиднее. Я говорю о Сиднее. Вместо этого в каждом районе есть небольшие продуктовые магазины, и люди покупают свежие продукты каждый день. И это очень удобно, я это люблю. Возможно. Да. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, какое мясо стоит того, чтобы заказать. Я это люблю, потому что не нужно планировать и ехать за продуктами на машине, найти парковку. Можно просто зайти в магазин по пути домой, пешком, кстати, пешком, или просто после работы. We've got spaghetti. Got them all? Very nice. Сыр, хлеб. Did I buy the right thing? I think I bought the wrong turkey. That's okay. Okay. Давайте аптеку. Да. Мне нравится этот способ покупки, потому что это часть повседневной жизни. Также многие небольшие магазины работают как гастрономы, как маленькие магазины, да, частный бизнес, где есть разные отделы, например, мясо, овощи, фрукты, орехи, молочные продукты и так далее. И мне приятно ходить в такие магазины, потому что, во-первых, они уютные и по-настоящему русские. Во-вторых, мне нравится поддерживать маленький бизнес. Вот. Номер 3. Русские ведут себя тише.
Может быть, не все русские согласятся со мной, но я заметила, что здесь люди говорят тише, чем в Сиднее. Вы не можете не согласиться со мной, потому что я видела, и разница очевидна. Конечно, это обобщение, да, но разница очевидна и заметна. Например, в транспорте часто тихо. Почти никто не разговаривает в автобусах и в поездах. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Даже дети ведут себя спокойно. За все 3 месяца я видела только один случай, когда ребенок устроил истерику. Это касается на такси тоже. В Австралии водители часто, не часто, всегда разговаривают с пассажирами. Почти всегда. Обобщение. Но в России таксисты обычно молчат. Если вы сами не начнете беседу, то они молчат. И мне это нравится, потому что честно, я ненавижу короткий разговор. Разговор без мысля. Вот. Но даже в салоне красоты я заметила эту особенность. Я хожу к одной и той же мастеру маникюру каждые 3 недели, и наш диалог всегда короткий. Это вот так. Она говорит: здравствуйте, какая длина, какая форма, какой цвет гель. До свидания. И все. До свидания. Все. Никто не ведет длинных разговоров. Но если беседа все же начинается, то русские говорят искренне, и разговор кажется важным, а не просто формальностью. Вот. Номер 4. Мужчины ведут себя галантно. Меня удивило, что в России мужчины часто ведут себя по-старомодному галантно. Например, они придерживают двери и помогают, если видят, что у женщин тяжелая сумка. Когда моя сестра прилетела из Австралии в Москву, мы тащили чемоданы. И 4 мужчины предложили нам помощь. Мы были в шоке, потому что в Австралии это не так. Мы не могли представить, говорить об этом. И позже сестра рассказала мне, что в Сиднее, когда она прилетела домой, в аэропорту ей никто не помог. Даже несмотря на то, что вокруг ее были много мужчин. Она сказала, что в тот момент скучала по России очень сильно. И мне такие жесты кажутся естественными, уважительными. И, конечно, женщины здесь независимые и сильнее, но это очень приятно, когда помощь всегда рядом, если она нужна. И последний, номер 5. Русские любят гулять
в любую погоду. Я уже говорила об этом много раз, но ходьба — это важная часть жизни в России. Я для этого поездку в Питер ждал. Все красиво, блин, было. Если бы она легла бы раньше. В Сиднее люди тоже ведут активнее образ жизни, но большинство используют машины, особенно за пределами центра. В Москве люди не только часто ездят на метро, но и просто любят гулять. Даже если на улице холодно, даже если падает снег, даже если на улице минус 10 градусов, там будут люди. И некоторые даже бегают зимой. Представьте, это сумасшедший. В Австралии я специально ходила в спортзале на тренажере, а здесь ежедневная активность происходит естественно. Я легко хожу 10 тысяч шагов, просто потому что это часть повседневной жизни. Однажды ночью мы с Патриком ехали на такси домой, и я видела, как много людей гуляли на улице, несмотря на мороз. Я повернулась к Пату и сказала: представь, как здесь будет летом. Если даже сейчас середина зимы, так много людей гуляют, то в теплую погоду должно быть невероятно. И я очень жду лета, чтобы это увидеть. И все. Спасибо за поддержку. И я читаю все комментарии, и это очень приятно, особенно когда вы такие теплые люди. Я так рада, что вам нравятся мои ролики. Патрик тоже работает на роликах, и мы очень рады. Спасибо за поддержку, спасибо за donations, пока не знаю, как сказать. И до следующего раза. Пока.